ставили категорию D, получается вот смена статьи увольнения, теперь я по здоровью хочу уволиться, соответственно. И какой-то четвертый, третий вопрос, это как получить инвалидность и страховку. Как получить инвалидность и страховку? Первое, смена статьи увольнения. Поясняю. Итак, тут нам с вами необходимо оказаться, сегодняшний вопрос у меня был, моя страница, да, заходите ко мне на страницу, сегодня только вот я разбирался с этим вопросом и скидывал первый вопрос, очень важный. Готовиться к увольнению нужно заранее, вот видос я скинул, очень важный. Вот. И соответственно, вот тут вот две статьи. При увольнении по НУК, да, направлять на ВВК не требуется, и увольнение по окончанию контракта оставаться до предоставления жилья. Вот в этих двух статьях я отметил что? Прежде всего, я отметил то, что смена статьи увольнения. Смена статьи увольнения это что? Это пункт 11 статьи 3.4 положения о порядке прохождения службы. Это четенько, важно знать. Но этот пункт 11, там просто сказано, что как бы завуалировано такое явление, что это делается на основании рапорта. То есть данная смена статьи увольнения носит заявительный характер. Если нет рапорта, да, на смену статьи увольнения в связи с решением ВВК в этом случае, дальше пояснять уже не надо. Причем этот рапорт должен подан быть как можно быстрее. Прошу. Да, вот. Соответственно, рапорт у нас такой. Я наш разговор записываю во второй раз. Первый разговор, потому что я давал ответ не вам, другому военному, к сожалению. Вот, переработал маленько. Итак, соответственно, смотрите. Здесь вам нужно руководствоваться понятиями. Значит, статья 34 это альма-матер. Это святая статья положения о порядке прохождения службы. Для каждого увольняющегося военнослужащего. Это важно. Это статья 3.4. Итак, смена статьи увольнения. Пункт 11, пункт 12. И вот именно в пункте 12 статьи 3.4 четко написано. Ребят, рапорт. Итак, как выглядит рапорт на смену статьи увольнения? Очень просто. Прошу. То есть я писал рапорт на увольнение по, допустим, окончанию контракта или достижению предельного возраста. Однако, да, в связи с принятием ФГКУ там такого-то госпиталя, ВВК такой-то, такой-то, номер такой-то, да, меня негодным к военной службе с присвоением категории D, прошу уволить меня по решению ВВК. Правильно? Вот. Да, прошу уволить меня по решению ВВК на основании. И тут давайте мы с вами, значит, опять, ну давайте посмотрим мои статьи. Вот что-то мне написал. По окончанию контракта на службе до предоставления жилья. Да? Так, нас интересовать будет статья именно 53 закон о воинской обязанности военной службы, статья 51, пункт 1, да, он самый главный. Так, тут долго искать. Давайте мы с вами откроем Яндекс, я сейчас вам просто показываю, как вот вообще. Вот, смотрите, краткие ответы сильно не надо. Вот, вы смотрите мой сайт и так далее, но вот эти статьи 34, положение о порядке прохождения службы, и по воинской обязанности военной службе, да, 53 ФЗ, 53 федеральный закон, да, открываем 53 федеральный закон. В вашем случае не надо ничего сильно знать. Вам важно знать, что есть статья 51, да, есть статья 51. Она называется «Основание увольнения с военной службы». И в вашем случае действует пункт 1. Да? Вот. Поэтому при написании рапорта
вот, допустим, смене статьи увольнения. Так как вы имеете право выбора статьи увольнения, вы должны написать рапорт. Это как бы заявительный характер. Нет рапорта, нет заявления. Ну, нет смены. Да? То есть начальству предстоит переправить представление, внести изменения в приказ и так далее и тому подобное. Да? Так как мероприятия по увольнению с военной службы ваши уже начались. Правильно? А они начинаются за 6 месяцев. Правильно? Приказ 660, раздел 10. Приказ министра обороны 660, раздел 10. Поэтому военнослужащий подлежит увольнению с военной службы по возрасту, да, по истечению срока контракта, по состоянию здоровья, да, вот, да, негодным к военной службе. Ну, ОШМ, понятно. Итак, ОШМ, вы сейчас не лезьте в эти дела. ОШМ, вас это не касается. Слава богу. Фу-фу-фу. Не надо. Вот, там это отдельная песня. Итак, и вот между этих трех статей, да, у вас существует, допустим, на сегодняшний день выбор, да. Либо вы хотите уволиться по ДПВ, либо по истечению срока контракта, либо по состоянию здоровья. В связи с признанием военно-врачебной комиссии негодной к военной службе. Поэтому вы в своем рапорте указываете, да, на основании федерального закона 53 ФЗ о воинской обязанности военной службе. Да? Статьи 51, пункта 1, подпункта В. По состоянию здоровья в связи с признанием негодной к военной службе. Негодным к военной службе. Все просто. Казалось бы, да? Вот теперь, когда я поясняю, вы начинаете понимать, да? Все, рапорт мы с вами обсудили. Вот. Итак. Еще разрешите, сразу спрошу. Давайте. Можно в рапорте писать, если нас нормально обеспечивают денежным вот этим 7 окладов эти, и вот, ну, с вещами, конечно, бывают проблемы, там же выплачивают только за крайний год деньги, а остальное вещами. Вот это важно в рапорте указывать. Вы знаете, требуют рапорты по-разному. Я вообще склонен делить рапорты. Вот, делить рапорты. Вот тот вопрос, который вы сейчас сказали, так, да? Вы говорите, сложно с вещевым довольствием. Здесь уже вещь решает данный вопрос. А уж как он с вами решит, извините. Вот. Нет, подождите. Вот смотрите. Давайте так. Либо мы будем ругаться, либо мы не будем ругаться. Вещь вам чем-то выдает. Правильно? Вот. Типичный мой пример, если вы смотрите мои видосы, вы помните, да? Коробки с носками. Правильно? Все. Он согласился, они подписали соглашение, постановление правительства. Какое у нас? 390, да? По вещевому обеспечению. 390. Вот. Значит, ну тут, видите как, давайте так. Вот для того, чтобы это понять, у меня есть страница сайта «Вещевое довольствие военнослужащих». Норма вещевого довольствия. ВКПО. Вот. Вот эту страницу сайта вы мне назовете, я вам скину в личный кабинет. Да? Договорились. Вот. Далее эта страница сайта с вещевкой, она глубоко взаимосвязана, да, со страницей сайта увольнения военнослужащего, да, рапорт на увольнение и так далее. Вы зайдете, почитаете, вот там целую кучу, ну, прежде всего, вот последние у нас какие были дела. Вот, допустим, майор в Крыму, да, ему домой привезли вещи. Должностные лица ему привезли домой из Чеченской Республики. Ну, сначала они упирались там и так далее, потом перестали. Вот. Решили, что надо привезти ему вещи, отдать вещевое имущество. Да? Прям домой. Вот. Потому что у него, кстати, у него тоже со здоровьем не все в порядке. И он написал, я к вам ездить не могу за 300 километров вот, каждый раз, поэтому уже извините, давайте-ка это. Да? И кто там, я уже не помню, кто-то из должностных лиц ему привез вот эти комплекты. Там какие-то комплекты, суперкомплекты этого, короче, какие-то, да, он им сейчас охотникам рыболовам продает, да, вот. Я говорю, смотри, только не продешеви.
тяжело достались. Другой продал носки на базаре, да, несколько коробок, правильно? Прям через дорогу отвез на базар, все у него сразу купили, он тоже претензий не имел. Но в любом случае увольнение военнослужащего по контракту, да, что положено, как положено, так далее и тому подобное, я вам скину, вы все почитаете, да. Вот. Но тут очень интересная тема, допустим, увольнение без положенных видов довольствия, вещевка отгула. Вот прям ваш вопрос. Вот прям готовые тут исковые заявления. Вот готовые рапорты. На основании чего рапорт писать? Как рапорт писать? И это. Стоп. Остановились. Если только вдруг. Если только вдруг. Вам предлагают фуфайками 62 размера. Да? Или еще что-то. Да? Или кирзовыми сапогами 46 размера. Вы же понимаете, что реализовать кирзовые сапоги 46 размера вы не сможете. Правильно? Вот. Поэтому там действует строго определенная процедура, согласование с начвещем и так далее. Да? Все это на странице, на это описано. Допустим, незаконное исключение, увольнение без положенных видов довольствия, вещевка, допустим, отгулы. Да? Потом смотрите, тут вот в чем идет речь. Вы говорите, вот рапорт, да? Вот скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос к вам, да? Я не знаю вашего воинского звания, но так подозреваю, что какое-то звание такое, да? Ну, военнослужащие с вашей выслугой вашего звания не знают, что такое рапорт, как подать рапорт по команде. Рапорт по команде вызывает у них недоумение, правильно? Ну, потому что они с ходом службы забыли, как это делается. У вас нет с этим проблем. То есть рапорты будут зарегистрированы, будет номер входящего, копия у вас останется, все четенько, правильно? По входящим придется поругаться, попадаться, Ну, это ладно, это стоп, остановились, ребят. Давайте так. Значит, вы записываете, какие темы, я сейчас в ответе даю, какие темы вам скинуть в личный кабинет. Давайте так, давайте не будем мудрствовать лукаво, там вот это вот, придумывать что-то и так далее и тому подобное. Вот, мы зайдем, страница моего сайта, называется рапорт. Вот. Ну, соответственно, там вот прям специально для вас написано. И самое главное, вы не стесняйтесь. У нас капитаны первого ранга задают этот вопрос. Полковники. Федеральной службы безопасности. Не пограничники. Не пограничники. Задают этот вопрос, понимаете? Потому что, ну, с ходом службы, с вашими календарями, у вас это чувство уходит, да? И вот эта статья называется «Нет ответа на рапорт или заявление». Да? Ну, безусловно. Поэтому, ребята, извините, ругаться ни с кем не надо. По почте подаем заказным письмом с уведомлением. Копию рапорта оставляем себе. Вот. Потому что с ходом увольнения с военной службы и подготовки у вас родится масса вопросов. Чем больше вопросов рапортом вы зададите, по носкам, по трусам, по отгулам, по отпускам, почему еще? И тут мы возвращаемся к статье 34 «Положение о порядке прохождения службы». Теперь уже, то есть право выбора статьи увольнения, пункт 11, пункт 12. Обеспечение всеми видами довольствия, подсчет выслуги лет для пенсии. Это пункты 14 и пункт 16. Да? Вот сегодня я с утра рассматривал вопрос. Ей кто-то как-то посчитал выслугу лет. Там, неверно, да? Она сразу не обратилась с рапортом. О, кстати, это ГУСП. Это даже не Министерство обороны, это Главное управление спецпрограмм. Да? Она вовремя с рапортом не обратилась. А рапорт очень простецкий. Это просто пример для вас. Понимаете? Военнослужащий имеет право письменное обращение подать в виде рапорта. Правильно? А в ответ на рапорт должен быть ответ в течение 30 суток. Правильно? 3 дня на регистрацию. Правильно? Если рапорт не регистрирует там или еще что-то, какие-то проблемы, рапорт подается по почте. Заказным письмом с уведомлением. Любой суд, и вы увидите эти все суды, считает данный рапорт поданный в установленном порядке. Любой суд. То есть
Все. Итак, 3 дня на регистрацию в книге входящих. Ну, это газета. 30 дней на ответ. В течение 30 дней ответа на рапорт не поступило, немедленно подаем в суд. Немедленно. В особенности в момент увольнения. Вот когда готовимся к увольнению. На какой бы вопрос, вот, понимаете, какой бы вопрос вы ни задали, вам должны дать ответ. Ну, давайте так. Давайте так. У вас Министерство обороны или Федеральная служба? Министерство обороны. Министерство обороны. Ну, в ответ на ваше обращение сообщаю. Да? 1, 2, 3, 4. Все. Вот так должен выглядеть ответ. В случае несогласия или если в ответе есть отказы какие-то, в случае несогласия можете обжаловать данное решение в таком-то гарнизонном военном суде. Вот так выглядит ответ на рапорт. Если он выглядит не так, немедленно мы подаем в суд. И они в суд принесут вам ответ на рапорт. Любой. Вот. И далее. Вот, понимаете, давайте так. Образцы рапортов. Вот тут будет статья, она называется «Образцы рапортов». Да? Не выделяется. Образцы рапортов. Вот здесь рапортов на увольнение, как грязи. И по ВВК, и по ДПВ, и по окончании контракта. И у меня вот тут вот есть в библиотеке рапортов рапорты на увольнение на 12 листах. Но он научный работник. Кстати, одного с вами вашего звания, но он научный работник, кандидат наук. Допускается, да, что не на одном листе работает. Допускается, что... Листы нумеруете и привет. Почему я говорю? Заказное письмо с описью вложения с уведомлением. Да нет, это уже крайний случай. Сейчас как бы у нас нормально все. Ну, то слава богу, я рад вас... Поменялось. Вот поэтому... Рад это слышать, что это крайний случай. Итак, заходите. И вот эти все... Вот рапорт на увольнение по ВВК. Нажимаем. Один рапорт, второй рапорт, третий рапорт, четвертый рапорт, пятый рапорт, шестой рапорт, седьмой рапорт, ну и так далее. Вот, понимаете? Все есть. То есть, каждый военнослужащий для себя выявляет. Самое главное, что вы должны знать, что на основании статьи 34, опять к ней ворачиваемся, а ее надо знать, перечитать. Вот. На основании статьи 34 положения о порядке и прохождения службы военнослужащий не может быть исключен из списка личного состава без обеспечения всеми видами довольствия. Отгулы и отпуски должны быть ему предоставлены без перерыва до исключения из списка личного состава. Естественно, вы сейчас... Почему вы не задаете вопрос про переобучение? Не желаю, не имею желания никакого, честно. Правильно, потому что переобучение по гражданской специальности не является основанием, во-первых, для того, чтобы отменить приказ об исключении из списка личного состава, для восстановления, для признания приказа об исключении незаконным и, мало того, профессиональная переподготовка, я могу в момент, вот многие на это покупаются, в момент прохождения профессиональной переподготовки, понимаете, эту профессиональную переподготовку я вам могу вкрутить отгулы и отпуски. И буду прав по закону. То есть профессиональную переподготовку вы имеете право, и я имею право, да, чтобы вы проходили во время своих заслуженных отгулов и отпусков. Прикольно, да? Прикольно. Итак, он говорит, вот. Как же это пословица-то, песня-то знаменитая? Заулыбались глазки, зарозовела личико. Глупая не знала, что студент лишь только кличка. Да? Вот то же самое, да? То же самое. Вот. Соответственно. Так, двигаемся с вами дальше. И... Вопрос здесь такой для себя, извините, просто знающему человеку. Если, при каких, что за понятие дембельский отпуск и когда он положен, при какой выслуге, что там,
Вы имеете в виду выходное пособие? Нет, дембельский отпуск. Это 20 календарей. 20 календарей. И определенные статьи увольнения. Да, 20 календарей раз и определенные статьи увольнения. Вот. То есть дембельский отпуск 30 суток, это считается отпуск там по каким, по личным там или по каким обстоятельствам. Дембельский отпуск. Надо мне будет статью накропать по дембельскому отпуску. Частый вопрос. Что отпуск ВБД, ветеранам боевых действий, что дембельский. А тут вот смотрите. Отгулы, отпуски, рапорт, образец и так далее. Запишите себе, я должен буду вам скинуть. Отгулы, отпуски. Да? Вот эту статью. Отгулы, отпуски и так далее. Да? Вот. Всякая переработка. Все, что связано с отдыхом. Вот. И тут вы зайдете. И тут у меня есть статья. Вот она. Она называется «Все про отпуск». Все про отпуск. Вот. И, соответственно, заходите. Ох, как много вы узнаете про отпуск. Правда, задним числом. То, что вам нужно было знать раньше. Вот, ну ладно. Да, ладно, тут все понятно. И вот зайдете вниз, пойдете, и тут вы увидите прям вот дембельский отпуск. Вот этот вот, да. Многие его называют гробовым, многие еще как-то называют, и по-разному, да. Вот. Но в любом случае я вот привык называть его дембельский отпуск, да. Да, конечно. Вот, дембельский отпуск. Вот они условия. 20 календарей из 3 лет до достижения предельного возраста, в год увольнения службы по состоянию здоровья или организационно-штатным мероприятиям, и приводится судебная практика. Решение судов, все дела, все пироги. Вот. Замечательнейшим образом посмотрите про дембельский отпуск. Всю информацию изучите, вот, и если что, должностным лицам подскажете. То есть, как этим делом пользоваться. Запомнили где, да? То есть, это вот прямо у меня вся категория, она называется отгулы, отпуски, рапорты, там всякие, там все это, там, ну, все про отдых собрано. И там есть статья, она называется «Все про отпуск», да? Вот. Все. И там прям дембельскому отпуску посвящено. Там ничего сложного нет. Все условия. Потому что это вопрос старый и понятный. Все условия, когда он дается. Но в принципе у вас все в порядке. Вот. Смена статьи увольнения мы с вами разобрались. Да? Дальше. Так. Инвалидная страховка. Вот, батенька. Инвалидная страховка. Один из самых главных вопросов. Вот. Значит, первый вопрос, вот когда говорят. Да? Вот во время службы инвалидность получить нельзя. Ответ военного юриста хотите услышать? Пошел в задницу! Извините за мой французский. А все это идет еще с первой, со второй кампании на Кавказе. Когда в ЦВВК обратились должностные лица и командование. Военному, ну да, он инвалид, да, у него руки нет, да, по локоть. Но он специалист, который нам нужен, мы без него не можем. Поэтому присвойте ему инвалидность, давайте льготы и оставляйте его на службе. И таких немерено. И ответы этого человека, одного из таких, мы сейчас посмотрим, который получил инвалидность именно во время службы, и он дает вам конкретный ответ. Да? Сейчас подзагрузится у меня маленько. Итак, статья называется «Прохождение ВВК, выплаты страховки». Военная травма, инвалидность, споры с ВВК, выплаты при увольнении. То есть все, вам ничего знать не нужно. Вам нужно зайти сюда и почитать. Тупо. Да? Остальным я говорю, вот данному офицеру, вам, да, ваш сокроть,
Я скину это в личный кабинет на сайте. Остальным заходите. Вся категория стоит гребаных вот на сегодняшний день всего лишь 100 рублей. Пачка сигарет. Я удивляюсь, почему так мало народу. Да? Ну, можете дальше по интернету лазить, пожалуйста. Это ваше право. Да? Это ваше право. Итак, соответственно, что у нас тут с вами происходит? Ну, во-первых, вообще на странице этих ответов немерено, да? Но что мне необходимо? Сейчас, что необходимо? Давайте мы посмотрим. Страховка. Зайдем в страховку, да? Вот. Вот я разговариваю. Военная травма, контузия. Опять экономия бюджета тудым-сюдым. Это десантник, но другой, не тот, про которого я говорил. Это десантник, он уже все получил. Вот, видите? Он продолжал службу, получил инвалидность на службе. То есть не зависит. Сейчас я вам скажу основные моменты, да? Как нужно получать инвалидность, да? На службе. И не надо тянуть. Но, смотрите, для получения страховки, вот, заполнение справок страхового случая, инвалидность, вот, пожалуйста, целая статья. Прям четко все рассказано. Верите, нет? Вот прям на примере с реальными военнослужащими. И эти военнослужащие получили, да, страховку. Получили страховку. Многие из них получили эту страховку во время службы и продолжают службу. Многие уволились и потом получили страховку. Почему? А потому что даже если вы получите инвалидность в течение 1 года после исключения из списка личного состава, вы обращаетесь в военкомат и получаете страховку. Вот на моем сайте посмотрите, да, непосредственно историю с Маратом. Мы с ним успели. Марат, вы его узнаете. Это морская пехота. Он глаз потерял. Вот. Ну, не потерял глаз, у него была минно-взрывная травма, потом он глаз потерял, да. И мы с ним успели получить инвалидность в последний день. Вот год после исключения, в последний день. Мы просто написали письмо, он обратился в эту медико-социальную экспертизу, ну, где инвалидность-то присваивают. Не в ТЭК, а МСЭК. МСЭК. Раньше в ТЭК называлось. Ну, медико-социальная экспертиза. Они прочитали его письмо, почитали, где он получил вот эту минно-взрывную травму, кто он такой. Они собрались во внеурочное время, зная о том, что им тянуть нельзя. Присвоили ему 2-ю группу инвалидности. Он получил 1 200 000, там, короче, с копейками, да, денег. Многие говорят, что в МС работают одни, так сказать, нехорошие люди. Видите как? Просто ключик надо подобрать, с людьми поговорить. Понимаете? Они собрались, приехали эти тетеньки, понимаете? У них не было в этот день заседания. Они собрали комиссию внеурочно и присвоили ему группу инвалидности. В последний день он получил 1 200 000. Обрадовался страшно. Итак, отсюда вывод. Инвалидность можно получить как во время службы, так и в течение года после исключения из списка личного состава. Соответственно, да, когда вы зайдете вот на страницу моего сайта, прохождение ВВК, выплата страховки, военная травма, инвалидность, споры с ВВК и так далее, вот, тут всего 2 категории, страховка и ВВК. Ну, там внутри много статей, вы разберетесь. И есть конкретные статьи, как получить инвалидность. Основание. Основа. Военнослужащий. Вот смотрите, многие говорят, вот ты не застрахован. Полиса обязательного медицинского страхования у тебя нет. Так? Херня все это. Я пишу, допустим, в тот же самый госпиталь свой, да? Прошу меня направить на МСЭК. Да? В случае отказа прошу мне выдать справку, что вы отказали. Все.
Если в течение 30 суток они вам эту справку не предоставляют, естественно, вы понимаете, да? Ну, так же, как с рапортом. Они эту справку будут предоставлять в суде. По той же самой схеме. Вот. И далее вы с этой справкой идете в обыкновенную гражданскую поликлинику и получаете инвалидность. Да? А вам инвалидность положена 100%. Это я вам говорю. С вашим диагнозом. 100%. Потому что инвалидность следует понимать как потеря трудоспособности. Правильно? Вот и все. То есть это все вы посмотрите. Ну давайте в ВВК зайдем, еще раз посмотрим ВВК. Видите как, мне даже за 1 час не получается вам рассказать. Все равно вы будете ходить, все это смотреть и этим пользоваться. Понимаете? Самое главное вам четко мне сказать, что скинь мне то-то, 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 то-то. Вот мой логин сайта. Да? Вот. Вот это надо вам мне сказать, потому что через 2 часа после нашего разговора я забуду. Потому что у меня и куча военных, куча процессов сейчас идет. Да? Ну, понимаете, мозг переключается и пока. Вот. Итак, порядок получения инвалидности во время службы. Вот она статья. Да. Вот он его ответ. Вот он его ответ. Вадим, да? Ну, давайте к Вадиму зайдем, посмотрим, да? Вадим Вадимов, да? Ну, это очень известный военнослужащий. Очень известный военнослужащий. Он в свое время получил, как называется, минно-взрывную травму серьезную. Вот. И после этого он оставлен был на службе на многие годы, так как он является кем? Так как он является, ну, короче, преподаватель он серьезный. Вот. Таких специалистов, как он, мало. К тому же на своей, как бы на своем опыте он испытал, да? Чем заканчивается незнание? Вопрос. Вот. И вот что он написал. Обратите внимание на слова «независимо от ведомства». Постановление правительства Российской Федерации от 16 мая 2019 года, номер 607. Москва. И Вадим нам дает ссылку. Далее он описывает, как получать инвалидность во время службы. Капец. Вот мы нашли. То есть называется порядок получения инвалидности во время службы. Вот. Соответственно, все это вы посмотрите в теме ВВК страховка. Да? Вот эту статью найдете. Вот. Тяжело сориентироваться, у меня на сайте больше 5000 статей, но сейчас я вам примерно точки называю, где что смотреть и как. Да? Будете пользоваться. Ну все. Вот. Соответственно, ну начнут должностные лица упираться, мы Вадиму напишем. Да? Мы самому Вадиму напишем, он через там этот, как он называется. Ну, короче, есть организации у нас и так далее. Вот. Позвонят таким должностным лицам, напишут и так далее, приведут их в чувство. Да? Это в течение года. В течение года. И получить страховку через военкомат. Историю, да, историю Марата посмотрите без всяких проблем. Так, с инвалидностью, страховкой мы с вами разобрались. Что еще у нас осталось? Ну, это, батенька, что же вы так? Субсидия. Постановление правительства 76, там все написано про субсидии, да? Вот. Про выслугу, про коэффициенты тудым-сюдым. Ну, а что касаемо нюансов, до увольнения, после увольнения, к тому же у вас статья ВВК, да? Там, короче, тоже есть свои заморочки, вот, связанные с коэффициентами. Вот, обо всем об этом я говорю и рассказываю. Вам достаточно зайти на сайт, страницу моего сайта, он так и называется. Жилищная субсидия. Да? От основ до судов. Гребаный кибастуз. Вот. Тут ничем вам сейчас помочь не могу в течение 50 минут. Ничем. Верите, нет?
Могу дать ответ, как в интернете дают. Да, можно. А вы мне в ответ скажете спасибо. Вот, понимаете? Вот, понимаете, да? Вот. Но тут вам просто заходите и смотрите. Поправочный коэффициент жилищной субсидии. Не выплачивает жилищную субсидию, что делать? Жилищная субсидия, нормы законов, заявления. Вот. Незаконное увольнение без жилья. Очень важный вопрос для вас, батенька. Вы ПМЖ выбрали не по месту службы, да? Отличились, отличились. Несмотря на ваше воинское звание, вы отличились и избрали. Что, Москва, Санкт-Петербург? Санкт-Петербург, молодца. До заболевания думал, поработаю еще во благо отечества. Вышло так, что жизнь бешеная, там, и тяжело там делать. Сейчас пока в госпитале был. Лучше в провинцию ехать. Вы в Кирово были, в академии? Да. Посмотрели на Питер, да? Ой, кошмар. Я никогда не думал, даже учась там, что мне вот эти вот наши азиатские братья будут подсказывать дорогу. Да. Все меняется. Все в этом мире меняется. Все в этом мире, к сожалению, меняется. Да. Соответственно, у меня самый большой вопрос к двум нашим столицам, да? Вот у меня один, верите, нет? Я, как говорится, люблю спортом заниматься, вы этого уже знаете, да? Я спорт не бросаю, там, короче, стараюсь постоянно, пожрать люблю страшно, да? Вот, вот, понимаете, люблю я покушать, да? У меня вопрос к начальству двум наших столиц. Где у вас жратву купить, еду нормальную можно? Можно где-нибудь или нет, а? Сало, мясо, яйки, млеко. Понимаете? Невозможно купить. Мне в Москве стоит уже пацан. Меня пожалел уже, пацан тот стоит. Да, говорит, не купишь ты нигде свинины нормальной, сала. Не купишь в Москве. Вот. Нету его. Вот. Захожу в белорусский магазин, продукты из Белоруссии, да? Да? Это, сейчас я вам скажу, где. В Отрадном, рядом с метро. Из метро выходишь, небольшой только магазин на первом этаже. Я захожу, стоит тетка, да, все с Белоруссии, все четенько, да? Я такой смотрел на это, на все, думаю, как же вы все это, думаю, везете это в таком, что-то из Белоруссии туда-сюда. Выхожу на крыльцо, и в этот момент ребята, то ли таджики, то ли узбеки, в коробках заносят вот эту продукцию в магазин. Я говорю, ребят, слышь, говорю, уважаемый, а где это там все вот это делается-то? Ну, и так далее. Они назвали мне деревню там и так далее. Там у нас свой коптилька. Вот, проезжай, покупай без накруток магазинных. Все будет нормально. Я говорю, а мясо где берете? Там-то вот и берем, да. Они берут вот это вот мясо все. Голландское там и так далее. Вот, которое, понятно, да? Сами голландцы жрать не хотят, нам присылают. Вот. И все, покоптили, все. Белоруссия, поехали. Вот. Я хотел вернуться в этот магазин, потом не стал, плюнул, пошел. Короче, бесполезно, понимаете? Bесполезно. Зачем? Ладно, это мое личное мнение. Поговорили мы с вами на отвлеченные темы, но вы, исходя из нашего видеоответа, из моего видеоответа, вы четко мне назовете, что я от вас хочу. Логин с сайта, вот такой-то. Только скинете текстом, не фотографией никак, а текстом, чтобы я просто скопировал, сразу зашел в админку, вас нашел как пользователя, и ваш личный кабинет загрузил, да? И потом, вот логин сайта такой-то, да? И потом, первое, там, ВВК страховка. Второе, там, что, увольнение, перевод. Третье, что у нас там? Отпуск. Отгулы, отпуски, там, дембельский отпуск, да? Да. Четвертое, рапорты. Ну и все. В личный кабинет я все это дело подгружаю, в процессе увольнения вы пользуетесь. И впоследствии, если у вас возникнут какие-то проблемы, естественно, вы знаете, что знакомый юрист у вас есть. Правильно?
вот, к которому можно обратиться, получить нормальный ответ, человеческий, да? Вот такая ситуация.